Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже давно работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть, потому что узорчики универсальные. А я покажу сегодня узор на такой вот пряже. Новички, кто еще не работал, смотрите. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. Здесь получается в 100 граммах находится 550 метров. По составу, смотрите, это получается у нас 80% акрил, 20% шерсть. И советует производитель, берите крючок от двоечки, видите, до четверочки. В зависимости от вашей плотности вязания, от эффекта, который вы хотите сделать, более воздушный, либо более плотный. Я беру троечку, данную пряжу взяла троечка, в принципе, меня все устраивает. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я наберу 4 раппорта, получается 32 воздушные петельки, и одну воздушную петельку, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого 33. Вы набираете сколько вам удобно. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Вот мой будущий образец. Смотрите, как и во многих узорчиках, я предлагаю особенно новичкам сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид в пятую петельку нырнули, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку ныряем, вытягиваем ниточку, по 2 петельки провязали, столбик с накидом. И так далее. В каждую петельку цепочки ныряем, провязываем столбики с накидом. Количество столбиков должно равняться количеству вами набранных петелек цепочки. То есть сами себя контролируйте. Получается, если я набрала 33 воздушные петельки, мне должно получиться 33 столбика с накидом. Ничего сложного. Не забывайте, первые 3 петельки подъема это тоже столбик с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я провязала уже. До конца ряда давайте самостоятельно провяжем и в конце ряда встретимся. Договорились? Несложно, у вас получится. Так, смотрите. Вот наши аккуратненькие столбики готовы. Теперь мы можем приступать непосредственно к самому узорчику. Итак, для начала мы делаем одну воздушную петельку, поворот. И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. Теперь смотрите, накид. С вами, получается, пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый провязываем столбик с накидом. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять сюда же нырнули и провязали еще один столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик, и провязываем еще один столбик с накидом. У нас получился вот такой вот большой дырявчатый как бы веерочек. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем столбик без накида. Понятно? То есть вот, получается, у нас начали мы столбиком без накида и закончили столбиком без накида. Далее повторение идет. Опять накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять возвращаемся сюда же, столбик с накидом. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся сюда же, столбик с накидом. И укладываем наш, так скажем, веерочек, да? Раз, два, три столбика пропустили, столбик без накида. Понятно? И вот таким вот образом, вот такие вот дырявчатые веерочки провязываем до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте в конце ряда встречаемся.
Так, смотрите, вот наши такие вот интересные веерочки, да, провязали до конца ряда. И после последнего, получается, столбика точно так же пропустили 3 столбика и в третью петельку подъема провязали столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот, накид. Сюда же, в этот же столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И переключаемся вот на наш центральный столбик из 3, да? Раз, два, три. На центральный. Провязываем, беремся за верхушку, столбик без накида. Угу. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. А теперь будьте внимательны. Опускаясь вниз, получается, к столбику без накида, вот таким образом. Накид сделали, нырнули в верхушку столбика без накида, провязали 2 петельки, стоп, накид, еще раз нырнули сюда же, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, и теперь 3 петельки на крючке провязываем вместе. Оп. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Переключаемся опять на средний столбик из 3. Раз, два, три. Самый верхний, да? И беремся за него, провязываем столбик без накида. Видите? Должна получиться вот такая картина. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опускаемся вниз к столбику без накида и провязываем 2 столбика с накидом, да? Не полностью их провязываем. Верхушка у них, вершина будет общая. 3 петельки провязали вместе. Оп. Понятно? Все. И так далее до конца ряда. Не сложно? Совсем не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот наши столбики готовы. Провязали мы практически до конца, как мы заканчиваем ряд. 3 воздушные петельки и заканчиваем точно так же, как и начинали. Накид. В последний столбик без накида ныряем, провязываем столбик с накидом. Раз. И сюда же опять столбик с накидом 2. То есть мы закончили ряд не вот таким вот, да, получается, столбиками, пышным столбиком из 2 столбиков, а просто обычными столбиками. Воздушная петелька, поворот. И сюда же верхушку этого столбика ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Далее накид. Переключаемся вот на этот наш столбик, провязываем в него точно такой же веерочек, как в первом ряду. Столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же столбик с накидом 2. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же опять столбик с накидом 3. То есть мы провязали точно такой же, такой дырявчатый, да, скажем, веерочек. Вот, в этот наш столбик без накида. Далее переключаемся на верхушку вот этого столбика, состоящего, да, получается, 2 столбика провязали вместе с общей верхушкой. И провязываем столбик без накида. Далее опять делаем накид. Переключаемся на столбик без накида. Провязываем точно такой же веерочек. Столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки. Сюда же столбик с накидом 2, 3 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 3. И опять же наш этот веерочек большой присоединяем столбиком без накида. Все, видите? Не сложно? Не сложно. Вот такая получается у нас ажурная красота. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, какая получается у нас красота. Так? Мы, получается, повторили полностью такие же веерочки, да, назовем их, вот в нашем третьем ряду. То есть логично, понятно, что следующий ряд мы будем повторять, четвертый, да, делать будем повторять второй ряд. Давайте. Итак, для начала мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И накид сюда же, столбик с накидом. Есть. Помните, да, как мы провязывали? Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Присоединяемся к центральному столбику столбиком без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И присоединяемся к столбику без накида предыдущего ряда и провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Угу. Точно так же, как мы делали во втором ряду нашего узорчика. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять провязывайте столбик без накида в средний столбик с накидом предыдущего ряда. Все. То есть получается, вы в этом ряду, в четвертом, повторяете точь-в-точь второй ряд вашего узорчика. Вы посмотрите.
Получается, наш узорчик состоит всего лишь из 2 рядов. Вначале веерочки, обратно вот такие вот столбики. Веерочки, обратно вот такие вот столбики. И так далее. Шагайте до нужного размера вашего образца там, или изделия и так далее, далее. Несложно, согласитесь, даже не нужно в шахматном порядке переставлять. Просто повторяйте 2 ряда. Первый, второй, первый, второй, первый, второй, первый, второй. Я сюда, в силу того, что схемка легкая, она в принципе читабельная, да, но немножко мутновато, но вы поймете. Я сюда прикладываю схемку. Опытные мастера-мастерицы, вы видите, да, что в принципе узорчик легкий, но можете контролировать по схемке себя. Новички, посмотрите схемку. Увидите, где воздушные петельки, где столбики с накидом, где столбики без накида. И сразу поймете, что это очень даже легко вязать по схемкам. Ну что, увеличиваем образец несколько рядочков и смотрим, что в итоге получится. Получится очень ажурно и красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Посмотрите, какой воздушный нежный узорчик, да? Не дождалась я, когда ниточка перейдет в розовый цвет. То есть, получается, сегодняшний узорчик будет вот такой нежно-нежно-мятный. Узорчик, смотрите, двусторонний. Выбирайте, какая сторона нравится больше. Но мне кажется, эта сторона лицевая, да? Посмотрите. Это, наверное, изнаночная. Ну, или как хотите, на ваше усмотрение. Какое у вас будет изделие. Что это у вас будет? Палантинчик, жилеточка. Возможно, это будет летний кардиганчик. Вот так вот из данной пряжи тянется данный узорчик. Вот такая вот красота. Смотрите, получается, один ряд у нас волнистый, да, а второй ряд у нас выравнивает край. И когда выровняли край, можно провязать столбиками с накидом, и у вас будет одинаковое начало и окончание. Если это будет палантинчик, не забывайте делать кромочные столбики, да, вы помните, там 3, 5, 7 столбиков, чтобы как вам будет удобно. Вот. А если у вас будет какое-либо изделие, то, естественно, кромочные столбики такие не нужны. Давайте замерим нашу сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Если этой же пряжей, крючком, этой же плотностью вязания, то в моем случае это получается, ну, 15,5 сантиметров. То есть это еще изделие не стиранное, да, то есть оно еще не высохло, то есть оно только немножко воздушное. Вот. И получается в высоту. Ну, по веерочкам будем, да, считать. Веерочек и столбик это 2 ряда. То есть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 и первый 14. 14 рядочков. Это получается, ну вот, 12,5 сантиметров. Как вам? Красота? Надо такую красоту пробовать вязать из разной пряжи. Будь то летняя пряжа, да, будут топики различные, и палантинчики, и накидочки, и маечки. И если это будет более такая зимняя, да, пряжа, более толстая, то, естественно, это могут быть ажурные шарфики, снудики. А почему бы нет, да? Класс. Класс, надо пробовать. Если вязали данным узорчиком, рассказывайте, что вязали, пишите в комментариях. Если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно будет связать. Девчата прочитают и кому-то понравится. Кстати, вот можно же перевернуть, да? Может быть, кому-то понравится, когда будет перевернуто. В общем, смотрите, творите, немножко вытворяйте, пишите комментарии. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.